Всем привет! Снова с вами отдел Гуру Декор, город Ижевск. Мы с вами снимаем видеоролики, видеоуроки для вас. Показываем простые способы и красивые нанесения декоративных покрытий. Сегодня мы будем наносить очень легкий способ. Мы приспособились к губочкам таким пористым. У нас эти губки есть, и у нас есть много лазурей, вот таких вот серебро-золото. И мы с помощью вот этих лазурей и с помощью губок сегодня нанесем обалденный эффект. Смотрим, ставим лайки и комментируем. Смотрите, вот такая губочка пористая, обычная мягкая пористая губка. Поры у нее разные, есть крупные, есть мелкие. На крышечку ведра можно положить лазурь перламутровую, например, с эффектом серебра. И вот этой вот губочкой будем тамповать поры. На темном фоне стена у нас окрашенная краской яркой. То есть это черный цвет. Краска также может быть, допустим, темно-зеленая, красная, любая. Главное темная, чтобы на этой краске была видна лазурь серебристая. И вот такие вот пузырики. Когда высыхает, на стене это очень красиво смотрится. Лазурь теряет свой белый цвет, вот который сейчас она имеет сейчас белый цвет. А когда она высохнет, белесость пропадет и останется только блеск серебристый. Мы вот этот способ нанесения делали на объекте. В кухне это было давно, правда, уже лет 10, наверное, прошло. И это очень красиво смотрится, клиенты были счастливы. То есть нам нужно что сделать? Стена должна быть подготовленная как под покраску, хорошо шпаклеванная, без явных дефектов, выпавших кусков и крупных царапин. Стена грунтованная, шпаклеванная. Мы ее окрасили яркой краской, краска высохла. И вот так вот тампуем губочкой. Вот и все. Вот так это выглядит, если лазурь серебристая на черном фоне. После высыхания мы покажем вам итоговый результат. И сейчас мы то же самое сделаем на белом фоне темной лазурью. То есть колерованная лазурь темного серого цвета. Покажем, как это будет. Также мы лазурь накладываем на крышку. То есть вот так. Пожиже она должна быть. Можно развести водичкой. Ну, сейчас Роман разберется, как ему это сделать. Если надо, он разведет. И точно так же губочкой тампуем на белый фон. Этот ролик будет максимально коротким. Мы не показываем, как красить, мы не показываем, как шпаклевать. Это все, я думаю, что знают. А если кто и не знает, то у нас есть много роликов. И по шпаклевке есть ролики, и по окраске очень много. То есть подготовили стену, покрасили. Краска высохла и наносим лазурь вот так, губкой пористой. Губка может быть декоративная, она может быть морская губка, может быть любая вообще губка, которая у вас есть под рукой с порами. Поры желательно, чтобы были мелкие и крупные, то есть они пересекались. И руку поворачиваем в разные стороны, разносторонними такими движениями и тампуем. Вот что по мне, то на темном фоне светлая лазурь, она красивее. Но на светлом фоне темная лазурь тоже может быть кому-то интересна. Вкусы разные, люди разные. Всем нравятся разные вещи. Поэтому мы разделили образец на две части и покрываем его. А для более прочности можно будет это еще после высыхания покрыть лаком или воском базовым цветом. Ну вот как-то так. Кому как нравится. Мне, например, нравится на темном фоне светлая серебристая лазурь. Сейчас немножко подождем высыхания, снимем готовый результат. И я думаю, что давайте лаком покроем еще. После полного высыхания мы просто покроем нашу поверхность лаком на акриловой основе для дополнительной защиты, чтобы можно было спокойно мыть
Лак ничего нам не дает, он не глянцевый, он просто дает защиту. При высыхании, после высыхания он станет матовым. То есть у нас будет матовый фон, дальше губочкой нанесена перламутровая лазурь и просто лаком сверху покрыли. Кстати, кто вот видит сейчас, да, я считаю, что на темном фоне лазурь смотрится красивее. Серебристая лазурь на темном фоне. А вот на белом фоне темная лазурь уже смотрится грязновато. Ну вот оцените. Все на любителя. Поэтому и снимаем два образца, чтобы видеть сразу разницу. Очень часто бывает такое, что, допустим, мы видео снимаем, и люди делают запросы. А как это будет в таком цвете, а как это будет в таком? Ну вот хотя бы для примера два разных цвета. Светлое на темном и темное на светлом. Вот такая разница. Покрываем лаком с помощью валика, раскатываем хорошо. Стараемся, чтобы никуда у нас эти капли не стекали внизу. Покрываем сверху, начинаем покрывать и растягиваем к низу. Однородный слой. И полностью оставляем сохнуть, и полностью у нас все готово. Вот такой вот эффект. Вот такой получился у нас образец. Вот этот мне нравится. Вот такой вот мы делали на объеме в кухне. И это было очень красиво. Ну, прям супер было. Этот выглядит грязновато, но может быть кому-то понравится. Сейчас вот тоже может быть на большой-то стене и неплохо. На любителя в общем. Поближе сейчас посмотрите с разных ракурсов. Подписывайтесь на нас, ставьте лайк. И всем пока!